На раскаленных просторах Техаса, между Эль-Пасо и Лобоком, стояли два гиганта, братья Колт и Клей, сыновья ветра и грозового облака. Говорили, что их породила сама пустыня, чтобы охранять равновесие мира. Перед ними стояла женщина, Ария Миллер, хрупкая, в руках у нее сосуд из потемневшего серебра. Внутри сверкала жидкость, похожая на лунный свет. «Выпей», — прогремел Колт, — «тогда услышишь нас». Ария сделала глоток. Вкус был горьким, но внутри будто вспыхнула молния. Ее кровь закипела, кожа начала светиться. Воздух дрогнул. Близнецы смотрели, как человек превращается в нечто иное. Песок под ее ногами задвигался, превращаясь в серебряную пыль. «Теперь чувствуешь?» — спросил Клей. Ария кивнула. Ветер поднялся, небо заволокло облаками. В ней проснулись древние духи, забытые богами силы, жившие в пыли и громах. Колт протянул руку, из которой вырывались искры. «Ты теперь мост между небом и землей. Мы ждали тебя века». Ария посмотрела на ладони. По венам текло серебро, словно живое. Она поняла, это не дар, а испытание. «Мы дали тебе бурю», — сказал Клей. «Но сможешь ли удержать ее?» Ария посмотрела прямо в их янтарные глаза. «Я не удержу бурю», — ответила она. «Я и есть буря». В тот миг небо разорвалось светом. Гром прогремел так, что дрожали холмы. С неба спустились молнии, образуя вокруг нее сияющие крылья. Земля загудела. Колт и Клей засмеялись впервые за тысячелетия. Их смех был громом, их радость — ураганом. «Добро пожаловать домой, сестра Грома». Она шагнула вперед, и каждый шаг зажигал песок под ногами. Но когда ее взгляд упал на горизонт, она увидела, там стоят города. Металлические башни, дым, гул машин. Люди снова покорили землю, забыв, кто дал им дождь. «Они построили новые миры», — сказал Колт, — «и забыли старых богов». Ария подняла голову. Над горизонтом сверкнули молнии. «Я пришла не разрушать», — сказала она. «Я пришла напомнить». Она взмыла в небо. Крылья из молний несли ее над каньонами, над высохшими реками и пепельными равнинами. Все, к чему касался ее ветер, оживало. Трава пробивалась сквозь трещины, вода возвращалась в русло. Когда она добралась до города, небо потемнело. Люди подняли глаза, видя, как над ними парит женщина из света и грозы. Кто-то пал на колени, кто-то закричал, но она молчала. Вокруг нее закружился вихрь света и дождя. «Вы построили города на пепле ветров», — произнесла она. «Но земля помнит вас». Молнии ударили в землю за пределами города, рисуя древние символы равновесия. Воздух очистился от дыма, ветер унес гарь, а дождь пролился впервые за долгие годы. Среди толпы стоял мальчик с глазами цвета заката. Он поднял голову и прошептал: «Ты богиня?» Ария улыбнулась. «Нет, я — память». Буря стихла. Над городом установилась тишина, и первые капли дождя зазвучали, как музыка. Она опустилась на землю, став снова человеком, уставшей, но живой. Люди окружили ее, боясь подойти. Мальчик сделал шаг и протянул руку. Ария взяла ее, и под их ногами пробилась зелень. Вдалеке, на границе пустыни, стояли Колт и Клей, наблюдая за ней. «Она выбрала быть человеком», — сказал Колт. Клей кивнул. «Значит, мир еще не потерян». Они растворились в облаках, а над Техасом снова засияло солнце. Ария подняла лицо к небу, и ветер прошептал ее новое имя. «Сестра Буря». И с тех пор, когда над равнинами звучит первый гром, техасцы говорят, что это она напоминает миру. Дождь приходит только к тем, кто умеет помнить.